Друзья, всем привет! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поднимем одну из самых волнующих тем современности. Что произойдет, когда Антарктида растает? Этот ледяной континент, покрывающий около 14 миллионов квадратных километров, хранит в себе колоссальные запасы пресной воды. Однако глобальные изменения климата ставят под угрозу его существование. Представьте себе мир, где уровень океана поднимается на десятки метров, затопляя прибрежные города и изменяя привычный рельеф планеты. Как это повлияет на нашу жизнь, на экосистемы и на экономику в целом? В этом видео мы обсудим последствия таяния ледников, которые могут вызвать не только природные катастрофы, но и социальные и политические изменения. Присоединяйтесь к нам в этом познавательном путешествии, но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь давайте начнем. Когда мы слышим слово «Антарктида», мы представляем километры льда и снега, на которых уютно расположились пингвины. Но что у нас по фактам? Антарктида – самый малоизученный материк, расположенный на юге земного шара. Он не принадлежит ни одному государству мира. Антарктида является единственным незаселенным континентом Земли. Большая часть ее поверхности имеет ледяной покров толщиной 4,8 километра. Этот природный щит настолько тяжел, что буквально вдавил сушу в земную кору на полкилометра. Антарктический ледяной покров содержит в себе 90% всего льда нашей планеты. Он настолько тяжелый, что под ним материк просел почти на 500 метров. Кроме того, Антарктида по праву носит титул самого холодного континента планеты. В центральных районах температура может опускаться до 89,2 градусов Цельсия. На побережье, куда прибывают туристические суда, зимой температура держится в пределах от минус 35 до минус 8 градусов. А летом может подниматься до приятных плюс 5. Однако сегодня мир наблюдает первые признаки глобального потепления в Антарктиде. Разрушаются крупные ледники, появляются новые озера, а почва лишается своего ледяного покрова. Чтобы весь антарктический ледниковый щит полностью растаял, потребуется повышение средней мировой температуры на 10 градусов. Учитывая последние тенденции, такой исход вполне вероятен. На таяние льда серьезное влияние оказывает деятельность человека, сжигание ископаемого топлива и накопление парниковых газов. С 1990-х годов скорость исчезновения ледников выросла в несколько раз. В условиях нынешних тенденций потепления к 2100 году вовсе могут исчезнуть 2/3 ледников Земли. К чему это может привести? Давайте смоделируем ситуацию, что будет, если Антарктида лишится своих льдов. Как изменится сама Антарктида? Сегодня площадь Антарктиды около 14 миллионов квадратных километров. Если ледники растают, эти цифры сократятся на треть. И поверьте, после этого материк станет практически неузнаваемым. Ледяной щит Антарктиды распределен неравномерно. На западе большая его часть находится ниже уровня моря, на глубине до 2500 метров, что делает его крайне уязвимым перед водами океана. На востоке большая часть льда расположена на суше над уровнем моря, что делает его менее чувствительным к влиянию океана. Ученые считают, что западная часть Антарктиды окажется низменным материком площадью меньше Австралии, а восточная превратится в море с многочисленными гористыми островами. По сути, если лед растает, то суши в Антарктиде останется очень мало из-за подъема уровня моря. Однако через много лет тектоническая плита, освободившаяся от груза льда, может всплыть, расширив площадь материка. К тому же Антарктида хоть и является холодным и безжизненным континентом, но одновременно она и является домом для разнообразных живых существ – пингвинов, тюленей, китов и множества морских летающих птиц. Уже сейчас популяции антарктических животных сокращаются. Исследования австралийских ученых из университета Квинсленда показывают, что к концу века, если не остановить глобальное потепление, минимум 65% обитающих в Антарктике видов просто вымрут. Хотя есть и положительный момент. Возможно, с изменением климата бывший холодный материк может стать пригодным для постоянного проживания человека. Однако сейчас трудно говорить об этом с уверенностью. Все будет зависеть от сложившейся климатической обстановки. Как изменится уровень моря? Ученые подсчитали, что после таяния ледяного покрова Антарктиды уровень Мирового океана поднимется почти на 60 метров, а это очень много.
Фактически глобальная катастрофа. Береговая линия значительно сдвинется, и под водой окажутся сегодняшняя прибрежная зона материков. Многие прибрежные города исчезнут навсегда. Среди них Нью-Йорк, Гонконг, Стокгольм, Каир, Санкт-Петербург, Буэнос-Айрес и многие другие. Да что там города, целые регионы скроются под водой. Большая часть Дании, Канады, вся Флорида и Парагвай. Густонаселенное побережье Австралии и Китая также испытают последствия таяния ледового континента. Из-за затопления территорий люди будут вынуждены покинуть свои дома. Первыми переселенцами станут жители Африки, Южной Азии и Латинской Америки. А если мы говорим о повышении на 10 градусов, то масштабы беженцев будут исчисляться миллиардами, так как около 40% населения земного шара живут в зонах, которые уйдут под воду после таяния ледяного материка. Что станет с пресной водой? Если вы живете в глубине какого-либо континента, то можете подумать, что таяние антарктических льдов вас не коснется. Последствия катастрофы почувствуют только обитатели побережья, но это не так. Антарктический ледяной щит хранит в себе около 61% всей пресной воды на Земле. Разумеется, в замороженном виде. Казалось бы, если континент растает, то в мире сразу решатся все проблемы с питьем. Однако на самом деле нас ожидает другое. Если уровень моря поднимется почти на 60 метров, соленая вода Мирового океана начнет проникать в грунтовые воды в глубине континентов. Запасы питьевой воды значительно уменьшатся, и будет нанесен огромный урон сельскому хозяйству. Орошение станет невозможным, ведь даже вдали от берегов, в колодцах и водоносных горизонтах появится соль. Таяние льдов может освободить вирусы, бактерии и другие микробы, которые ранее находились в ловушке. Несомненно, ученые предостерегают от потенциальных опасностей, связанных с распространением микроорганизмов из вечной мерзлоты Антарктики. Таяние ледников освободит вирусы, бактерии, грибки и другие микробы, законсервированные 8 миллионов лет назад. Поверьте, в вечной мерзлоте они очень хорошо сохраняют свою жизнеспособность. Многие из этих патогенов могут быть опасными для человечества. Ведь современные организмы не имеют иммунитета к этим древним угрозам. Поэтому затормозить распространение болезней будет крайне сложно. Исследователи из Хельсинского университета смоделировали вероятное распространение древних патогенов и пришли к выводу, что даже 1% таких микроорганизмов может стать причиной массовых эпидемий и смертей по всему миру, и, как следствие, массовой гибели людей и животных. Теперь вы понимаете, что когда Антарктида растает, пандемия коронавируса покажется нам легким сезонным насморком. Как изменится климат на всей Земле? Исчезновение льдов Антарктиды заставит нас привыкать к новым погодным условиям. Дело в том, что поверхность ледяного щита на континенте очень яркая и отражает 50-80% падающего на нее солнечного света. Но чем больше будет таять лед и обнажаться темная земля, тем больше она будет поглощать солнечного тепла. Как следствие, дополнительный нагрев планеты и изменение направления ветров. Также ожидается увеличение объема дождей как в самой Антарктиде, так и в различных частях Земли. Вдобавок, из-за того, что в океан попадет очень много пресной воды, океанические течения сменят направление, и нас ждут новые непредсказуемые засухи и ураганы. Почему усилится сейсмическая активность? Профессор Гарвардского университета Джерри Митровица считает, что утрата льда в Антарктиде изменит не только погоду, но и гравитацию Земли. Как такое возможно? Антарктический ледяной щит весит около 24 миллионов 380 тысяч гигатонн. А теперь представьте, что эта невероятно тяжелая глыба смещается с крутящегося шара нашей Земли, и центр масс планеты слегка смещается. Если масса льда Антарктиды равномерно распределится по всей планете, это приведет к увеличению продолжительности суток на 20 секунд. Но самое главное, это ускорит движение тектонических плит и повлияет на движение магмы в мантии Земли. В результате появятся новые сейсмически опасные зоны и области вулканической активности. Места, где землетрясения были редкими, станут более сейсмоопасными. Яркий пример взаимосвязи между таянием ледников и сейсмической активностью мы можем увидеть в Исландии и Гренландии. Из-за таяния льда вулканическая активность в прилегающих регионах уже увеличилась в десятки раз. Как все это отразится на экономике? Очень сильно, даже если процесс таяния будет постепенным. Взять хотя бы США и Китай.
Кроме проблемы переселения десятков миллионов человек и потери своей столицы, Штаты лишатся практически четверти производственных мощностей, что в конечном итоге ударит по мировой экономике. А Китай вынужден будет попрощаться со своими огромными торговыми портами, что уменьшит поступление продукции на мировой рынок в разы. Антарктический ледяной покров не растает в одночасье. Этот процесс займет сотни лет, да и мнения ученых по поводу этой проблемы расходятся. Но что известно достоверно, так это то, что человек своей деятельностью сильно влияет на климат. Если человечество в ближайшие 100 лет не решит проблему глобального потепления, потом процесс будет неминуем. Важно помнить, что мы можем повлиять на будущее нашей планеты. Снижение выбросов парниковых газов и переход на устойчивые источники энергии – это шаги, которые помогут замедлить процессы таяния льдов. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение уникального мира Антарктиды и всей Земли. Давайте действовать вместе ради будущих поколений. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, как вы думаете, сможет ли человечество сохранить ледяной покров Антарктиды и избежать глобальной катастрофы.